Привет. У нас в одном маленьком приватном чатике возник еще один разговор о менеджменте. Вот, и возникла идея записать несколько видео о разных точках зрения на менеджмент. Вот чем мы и занимаемся вот здесь. Моя версия. Мы изначально решили пойти от набора вопросов, но прочитав вопросы, я понял, что возьмись я отвечать, будет большой риск того, что мы просто окажемся, что говорим на разных языках, потому что для большинства менеджмент это что? Это какие-то злыдни, которые не дают премии и вообще заставляют работать. А так, чтобы копать поглубже вообще, зачем они нужны и так далее, мало кому это для себя нужно. Ну, для того, чтобы серьезно ответить на эти вопросы, наверное, какой-то минимум информации надо дать. Сразу оговорюсь, это не полноценный курс по истории менеджмента или по теории менеджмента. Это тот минимум информации, который желательно понять для того, чтобы вообще о менеджменте разговаривать. Вот. Второе. Это рассказ о научном подходе к управлению. Мы здесь вообще не берем всяческие там нижнетагильские национальные школы менеджмента и все прочее. Там. Это шаманство. Я стучал в бубен, пошел дождь, давайте теперь все стучать в бубен. Мы это не рассматриваем, к менеджменту по науке это не имеет никакого отношения. Но это такой рассказ, как оно создавалось, откуда взялось и как оно увязано с ситуацией, в которой это создавалось. Вот. Так что давайте, поехали. То есть что такое менеджмент? По определению это совокупность методов управления любыми организациями, большими, маленькими, вплоть до размера государства. Целью менеджмента всегда является достижение поставленных целей в имеющихся ограничениях. Что такое типичное ограничение? Это, как правило, бюджет, сроки, ресурсы, иногда это регуляции, иногда это внешняя среда и целая куча факторов. Вот. Я, когда рассказываю своим менеджерам то, что им нужно знать о менеджменте, я вообще, вот, если у меня в курсах где-то возникает вопрос менеджмента, всегда рассматриваю менеджмент в двух измерениях. Это менеджмент людей и менеджмент процессов. Менеджер, когда он выполняет свою работу, не может заниматься только одной стороной. Нельзя делать только процессы и забыть о людях. Нельзя заниматься только людьми, процессы сами себя не построят. Вот. Ну и последнее замечание, значит, ребят, стартуем мы в середине 19 века. Наш рассказ. Понятно, что люди управляли другими людьми со времен, когда они сбились в стаю. Там же кто-то стал управлять. Но до середины 19 века весь менеджмент строился на управлении из серии вот шаманство я так делал, было круто, давайте теперь делать все вместе. Или в режиме ой, какая у меня классная идея. И иногда действительно классные были, как у Адама Смита, да? Но это пока еще далеко от науки. Итак, начнем мы с процессов. Вот. Контекст. Это 19 век, самая середина, это разгар индустриальной революции. Какие ключевые факторы у нас действуют на организации? Да, их очень хорошо описал Маркс в «Капитале». Наша основная движущая сила – это получение добавленной стоимости. Та самая формула деньги, товар, деньги, штрих, которые больше, чем были. Плюс мы в самом разгаре империализма, как стадии развития капитализма, который характеризуется захватом новых рынков сбыта силовыми методами. То есть это означает, что единственное, что нас ограничивает в получении большей добавленной стоимости, это наша способность провести больше товара с меньшими расходами. Естественно, в этих условиях основной спрос на управление призван решать задачу максимизировать добавленную стоимость, да, и при этом сократить расходы. Вот именно в контексте решения этой задачи появляется разработанная Тейлором, это американский инженер Фредерик Тейлор,
получивший очень много патентов на способы организации труда по науке. Вот, появляется принцип научного организации труда, который характеризуется, первое, да, очень жестким отделением управления от исполнения, построением четкой иерархии. По сути, мы приводим исполнителя к функции одушевленной машины. Да? И для того, чтобы это сделать, мы делаем максимальное упрощение рабочих операций, максимальная специализация и очень жесткая регламентация того, что происходит. И этот подход прекрасно работает в ситуации, когда мы можем себе позволить ничегошеньки не менять. Вот тот же самый показанный здесь на картинке Ford модели T стоял на конвейере ни много ни мало 20 лет. А Chevrolet, вон, движок вообще 50 лет производил. Что нам дает применение научной организации труда, ребята? Оно дает очень простую вещь. У нас очень легкая замена вот этих вот людей-винтиков. Да? Соответственно, у нас непрерывность производства. У нас ничего не останавливает от того, чтобы продолжать получать добавленную стоимость, потому что, вспоминаем условия, да, рынок сбыта у нас ничем не ограничен. Все, то есть у нас единственная проблема – это начальный капитал, и это все классно работало где-то до 20-х годов 20 века. А потом все рынки оказались поделены, и империям стало расти некуда. И тогда попахнул первый звоночек в виде Великой депрессии, вызванной глобальным кризисом перепроизводства. И вот тут мы обнаружили огромный недостаток производств, заточенных под вот это вот быстрое получение большого объема прибыли, под очень легкую масштабируемость, да, то есть где-то добыли денег, наняли еще вот таких же узкоспециализированных людей, которых очень легко научить элементарной операции, и все, у нас в 2, в 3, в 4 раза производство выросло. Но при всем при этом такие структуры оказались крайне неустойчивы к изменившимся условиям. То есть любое изменение внешней среды, и они начали вымирать в массовом состоянии. Как в массовом состоянии, хрень сказал, да? В массовых масштабах. И именно тогда, как попытка ответа на эту проблему, появилась система глубинных знаний Уильяма Деминга. Деминг тоже американец, это ученый, занимавшийся проблемами управления, проблемами построения систем. Да? То есть, вот если кратко совсем попытаться объяснить, чем система глубинных знаний отличается от тейлоризма, то тейлоризм строится на двух очень важных предпосылках. Мы точно знаем, как надо, и мы готовы это рассказать. Мы точно можем разделить вот это все наше большое производство на маленькие кусочки, предсказуемо оптимизировать каждый из них, предсказуемо масштабировать каждый из них. И таким образом оптимизируя, масштабируя все систему. Система глубинных знаний исходит из того, что ни хрена-то мы не знаем. И если мы можем ошибаться, наверняка мы ошибаемся. Более того, если даже сейчас случилось чудо, и вдруг у нас получилось так, что мы сейчас не ошибаемся, то завтра условия изменятся. И то, что сегодня было правдой, завтра окажется ошибочным. Никакого велосипеда Деминг здесь изобретать не стал на самом деле. То есть был взят хорошо известный, хорошо отработанный метод в условиях, когда мы не знаем, и мы можем ошибаться. Это называется научный метод. Вот. И вот все управление нашего незнания и сокращения неизвестного происходит через цикл, который вот любой, кто сталкивался там с любой системой, например, управления качеством, да, его где только сейчас не пихают, да, это цикл Деминга, который состоит из 4 этапов. Да. План – это на основе обоснованной гипотезы мы планируем эксперимент. Дальше мы проводим безопасный, эффективный эксперимент, мы изучаем
его результаты, и на основе этих результатов мы действуем. Потом как бы в некоторых системах почему-то стадии заменили на чек. Но это, видимо, кто-то очень хотел хотя бы кусочек привычного возможности, да, предсказать. Мы точно знаем, что должно было получиться в эксперименте. И тут только проверяем. Не, ребят, настоящий цикл Деминга, он был стадия. Мы учимся. Естественно, как бы то, что говорил Деминг, никому не понравилось. Не он первый, не он последний, который говорит то, что не укладывается в привычные знания, тем более знания неудобные, когда вам говорят, да хрень вы какую-то делаете, да? И что случилось, да? Деминга никто не услышал. И, возможно, бы мы так и не знали о Деминге, если бы после Второй мировой войны Деминга не пригласили для работы в оккупационной администрации в Японии. И он туда смог перетащить несколько своих учеников. И это на самом деле дало начало японскому чуду. Да? То есть именно на основе системы глубинных знаний Деминга появилась та самая японская послевоенная школа производства, ну и, например, самый яркий представитель Toyota Production System. Да? Когда мы говорим о Toyota Production System, о чем идет речь в первую очередь? Да? В первую очередь это идет о введении так называемого пул-процесса. Что такое пул-процесс? Если говорить совсем просто, это made to order. Да? То есть как работает производство там на заводе типа Форда, да? Это у нас есть план, по плану надо забить вот такое количество, значит, машин на складах, чтобы их потом могли продать. И мы пихаем из нашего завода эти машины в этот самый склад. Или в дилершипы, да, или wherever, куда нам нужно. И то же самое происходит на каждом участке производства, да. Мы пихаем туда агрегаты и сырье, мы пихаем туда людей, мы все пихаем. А оно как потом прокручивается через мясорубку и сваливается у нас на склады. В идеальном полупроизводстве мы, грубо говоря, даже не заказываем никаких материалов до тех пор, пока у нас нет ордера, что у нас точно купят. Вот. И на самом деле в какие-то моменты действительно та же самая Toyota работала. Допустим, производство какого-нибудь крузака не начиналось, пока не было конкретного известного покупателя, который возьмет эту машину. Вот. Соответственно, как бы, чем хороша система, которая проталкивающая, пуш-система, да? Она хороша, когда у нас продукт типовой, как правило, продукт вот сейчас не очень дорогой, но я бы больше это соотнес продукт, который мы точно продадим, вот который никуда не денется, он у нас куда-то уйдет, да? Соответственно, мы производим много, наращиваем свою ту самую добавочную стоимость, и наступает счастье. Вытягивающая система хороша для продуктов высокой стоимости, которые как бы продаются уникально, которые, например, часто кастомизируются, да, а там, где нужно постоянно подстраиваться под рынок. Это очень важный момент, на самом деле, который объясняет в том числе, почему сейчас идет такой сдвиг в сторону вот именно потомков, выросших из системы глубинных знаний. В принципе, современный рынок практически не оставил места для массового производства, за редким исключением. Потому что он очень быстро меняется, потому что он очень капризный потребитель, и это вынуждает бизнес постоянно адаптироваться. Вот. Значит, второй такой яркий признак и отличие вот этих вот систем, если у нас в тейлоризме принятие решения фокусируется на очень маленьком составе специально наученных менеджеров, в случае той же самой Toyota Production System у даже самых низовых работников достаточно большие права по принятию решений. Такой яркий пример – это Андон Корт. Да, что такое Андон Корт? Это вот литерально на заводе Toyota натянут, значит, был провод, который, если любой
сотрудник, увидевший, что какая-то хрень творится на конвейере, был не просто мог, он был обязан его дернуть, остановить конвейер для того, чтобы прекратить безобразие творящееся. Понятно, что потом прибегал менеджмент, как бы разбирались, но очень важно вот это вот самое решение о совершении действия, вместо того, чтобы как вот в традиционной системе подниматься все выше, 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 и в худшем случае получается ситуация, она очень многим знакомая, да, когда вот пока царь не решил, все бояре сидят под столом и ссутся от страха, да, то здесь наоборот, любая уборщица, грубо говоря, тряпочкой махнула, решение принято. Что это нам дает? Да, нам это дает повышение скорости реакции, соответственно, сокращение вреда от ошибки. Потому что чем дольше ошибка продолжается, тем больше потерь мы несем. Вот. И все это вместе на самом деле в итоге сформировалось в то, что называется гемба кайдзен. Или, переводя с японского, система постоянных улучшений на рабочем месте. Вот. У нее, значит, есть принципы, мы часть из них как бы уже затронули, да, то есть, например, мы должны знать, кто наш покупатель, мы вообще действуем только по его заказу. Go to Gemba прекрасный принцип. Для принятия решения нужно идти туда, где делается работа. Вот. Это, кстати, вот очень прикольно, да, допустим, я собеседую менеджеров проектов очень часто, да, или менеджеров продуктов. 9 из 10 на самом деле на собеседованиях вот смотрят тебе в глазки и говорят, что они будут сидеть жопочкой в стульчике и задавать вопросики. Только 1 из 10 говорит, да я оторву свою попу, я пойду, встану рядом с работягами, я вот этими руками попробую сделать. И это на самом деле единственный правильный вариант знать. Иди в Гемба. Ну вот Empower People мы обсудили, да, тот же самый пример. Андон Корт. Прозрачность. Естественно, для того, чтобы принимать решения, вся информация, необходимая для принятия решения, должна быть легко доступна. И это тоже большая разница с научной организацией труда, где каждому винтику надо знать только свою инструкцию. Постоянные улучшения. Да, вот это вот тоже очень важно. Если в случае научной организации труда такую схему очень сложно улучшать по мелкому. Там всегда вот, если у нас инновация, то она глобальная. Там под руководством лично директора завода на 5 лет. Как мы сейчас инновируем. Ну, а там, известно, с такой инновацией кто-то сдохнет. Либо шах, либо ишак. Вот. Либо я, да, как говорил этот Ханжан Насреддин. Вот. В случае кайзен очень жестко действует подход. Лучше маленькое улучшение прям сегодня, чем улучшение побольше к концу недели. Это именно вот мелко, быстро и вот здесь прямо на месте. То есть, ну, я думаю, что вот как-то понятно, да, принцип, чем отличается от научной организации труда. Вот, что произошло дальше? Так, нет, сори, что-то у меня порядок слайдов поломался, ну тогда нам придется пощелкать. Вот. То есть, что у нас получилось? Да, по сути, мы видим два подхода потенциальных к организации процессов. Первый процесс предсказательный. Он основан на том, что мы знаем точно, мы можем разделить это на кусочки, мы можем дать план и этому плану четко следовать. То есть это сама научная организация труда, это любое массовое производство, это плановая экономика. Да? Из таких вот известных подходов, тот же самый PMBOK до самой версии 6, это был классический пример предсказательного подхода к управлению проектами. С другой стороны лежит адаптивный процесс, основанный на системе глубинных знаний. Да? В том числе как бы с Toyota Production System, которую обозвали Lean для того, чтобы отвязаться от марки, когда притащили на Запад. Да? Это яркий пример Six Sigma, о которой, наверное, слышали. И прямые потомки вот этого подхода, в том числе вот модный термин agile,
очень многие воспринимают agile именно как что-то модное, да, там хипстеры собрались, проводят свои встречи, в жопке друг друга чмок-чмок, вот это вот agile. Не, ничего подобного. На самом деле пара слов. Вот об этом в 70-е годы ко всему этому добавилось очень важное научное открытие, да, можно сказать, да, это была разработана теория сложных систем. Что такое сложная система? Сложная система – это система, в которой поведение или свойства системы не могут быть прослежены до одной из ее частей или группы частей. Звучит сложно, но если призадуматься, если мы допускаем существование систем, в которых поведение или свойства не трассируются на часть, это убивает научную организацию труда на корню. Потому что в научной организации труда мы полагаемся на то, что мы разделили все на кусочки, мы офигенно сделали каждый кусочек, и у нас оно само по себе соберется в целое. А вот эта теория говорит, не, нифига, ребята, сложная система, из кусочков целое нифига не собирается. Обычно я привожу такую очень метафору, да, то есть человек состоит из частей. Голова, руки, ноги, там, жопа и так далее. Так вот, наше поведение как мыслящего существа ни к одной из этих частей, даже к группе этих частей не трассируется. И более того, если мы даже отдельно сделаем как бы офигенную голову, супер крутые руки, да, замечательнейшее туловище, вообще невообразимейшую жопу, и соберем все это вместе, сошьем, человека не получится мыслить, он не начнет. Его надо получать только целиком. Да, то есть берем бабу, баба нам рожает, вот она его рожает сразу всего. И делает он внутри себя его тоже сразу всего, а не по кусочкам. Вот это такой, как бы, да, то есть кадавр, которого там собирают в лаборатории против человека, который естественным образом рожается из другого живого человека. Это вот разница между предсказательным и адаптивным процессом. Вот. Опять-таки, да, за счет того, что мы все больше сталкиваемся со сложностью, у нас технологии развиваются, и мы замахиваемся на все большие по масштабу и по глубине задачи, естественно, они очень быстро становятся сложными. Это раз, да. Во-вторых, мир очень быстро меняется, клиенты капризные, и это нас все упорно загоняет в адаптивный процесс. Вот то, что происходит, вот на самом деле, что сейчас происходит, это идет даже самые упертые, типа PMI, да, они все начали сдвигаться в сторону так называемых гибридных процессов. Они все еще пытаются что-то предсказывать, но в реальности все большая часть решений, которые принимаются, переносятся на тот самый цикл адаптации, цикл Деминга. И примерами гибридных процессов, вот, допустим, является ISO 9000, да, а бизнес-континьюти модель, кстати, ее в России даже перевели лет 10 назад, появился ГОСТ, да, на ее основе. То есть даже до дремучего, как бы, такого, как ГОСТа это дошло. Последний PMBOK такой стал, да, Entrepreneur Operating System. Вот это все гибридные процессы. Теперь поговорим о людях. Да? Эта компонента напрямую связана с процессами, с тем, как мы работаем. И немножко с отставанием, когда они изначально в научной организации труда вообще зашли механистически, да, вот, что, дали инструкцию, пусть хреначат. Выяснилось, что не хреначат. Поэтому чуть с опозданием, там лет на 70, появились первые работы, которые бы объясняли, а что заставляет человека хреначить. Да? И изначально это началось именно с изучения поведения, это бихевиористика, да, и самые такие яркие, наиболее часто слышимые, когда мы говорим о менеджменте, да, это Абрахам Маслов и Скиннер. Маслов известен своей пирамидой потребностей. Это, собственно, та самая морковка и кнут. Да? То есть, что человек боится, что человек хочет, и он объяснял о том, что как бы бывают потребности. Хочется жрать, да,
страшно, хочется кому-нибудь вдуть, хочется принадлежать какой-то группе, да, хочется, чтобы тебя оценивали, хочется самореализоваться. Но это такой самый верхний уровень, который, говорят, очень редко можно увидеть, если слушать Маслова. А Скиннер же, в свою очередь, объяснил, как именно использовать то, что заставляет двигаться человека, то самое, да, то есть giving, вернее, good– это морковка, bad– это кнут. Да, и, соответственно, два способа. Мы можем поощрять через то, что даем хорошее, можем поощрять через то, что забираем плохое. Можем наказывать через то, что отбираем хорошее, можем наказывать тем, что применяем что-то плохое. Соответственно, как бы вот единственная большая, очень важная проработка до сих пор, да, очень важно, для чего применяется эта техника, да, это еще Скиннер заметил, что positive reinforcement на самом деле хорошо работает тогда, когда нам нужно поддержать поведение, которое мы хотим. А negative punishment очень хорошо работает, когда нам нужно прекратить поведение, которое нам не нравится. Вот. То есть все вроде бы как логично, но наукой доказано. Да? Хочем, чтобы дальше бежал, на ему морковку в зубы. Да? Хотим, чтобы он перестал гадить в углу, мы его бах вайпом. Все, не будет больше гадить. Ну или будет хорошо прятаться. Вот. Это все, собственно, прекрасно работало для предсказательного производства и организации, научной организации труда. Да, та же самая советская система, сдельные оплаты, всякие вот профсоюзные путевки и прочее. Это в чистом виде реализация Скиннера и пирамиды Маслова. Хотя это все, конечно, было буржуазное, применяли и очень даже радовались. Проблема, если мы вспомним, что у нас отличает Toyota Production System, да, это мораль и это высокая степень ответственности. Высокая степень ответственности предполагает самостоятельное действие. Проблема заключается в том, что системой оперантных воздействий, как у Скиннера, да, и манипуляции вот потребностями через Маслоу, невозможно выработать поведение, которое будет проявляться самостоятельно по собственной инициативе. Поэтому наука о том, что же делать, как работать с людьми, не стояла на месте, и появилась другая концепция, то, что называется концепция садовника. Да? То есть, когда менеджер растит коллектив как сад. Это тоже такая очень лукавая метафора, давайте сразу честно скажем, да, то есть это не только поливать и любоваться. Хороший садовник безжалостно выпалывает сорняки и совершенно безжалостно занимается селекцией, иначе у него будет не сад, а говно какое-то. Поэтому нифига, это недобрая такая фигура, это просто другой подход. Вместо того, чтобы воздействовать напрямую на объект воздействия, мы создаем вокруг условия, в которых объекту деваться некуда и приходится самому принимать решение, бежать в ту сторону, в которую надо организации. Две очень важных концепции, которые поддерживают именно вот это направление, которое сложилось, да, в первую очередь это Дуэк и ее концепция мышления роста. Если совсем таки опять упростить, там целая толстая умная книжка об этом написана, да, то все крутится вокруг двух вещей, да. Это есть сыкуны, которые боятся, что кто-то заметит их ошибку и прячет ее под коврик, а есть те, кто говорят: какая интересная хрень случилась, а давайте-ка в этом разберемся. Вот. А прикол заключается в том, что в том числе эти две модели, они очень хорошо ложатся в две разных модели управления процессом. Человек, имеющий фиксированное мышление, это практически идеальный исполнитель на конвейере. Да? Этот человек боится
ошибок, этот человек не смотрит по сторонам, иначе он охренеет. Да, как осьминог в аквариуме от скуки, от вот этой повторяющейся операции. И на самом деле человеку с мышлением роста на конвейере, ну, полная смерть. Потому что даже если видит ошибок, прав у него исправить эту ошибку нет. Да, и скучно. Тупо скучно. Вот. Эта модель на самом деле позволила разделять и понимать, а какие же люди нам нужны в каждом конкретном случае. Вот. И вторая модель, которая появилась, вообще изначально вот Radical Candor, Ким Скотт известен как один из способов управления людьми, но для нас она больше интересна с того, что она построила очень хорошую модель, что есть вообще взаимодействие менеджера. Да? И показала его в двух координатах. Это забота о результате и забота о человеке. И у нее получился вот такой вот кусок из 4 квадрантов. Да? То есть если менеджер одновременно заботится о результате и заботится о человеке, то менеджер имеет прямой конкретный разговор взрослого со взрослым о том, как мы таки достигнем результата, но разговор как с человеком, как с равным. Да? Если мы заботимся о результате, не заботимся о человеке, у нас получается то, что вот у него называется откровенная, ужасная, там, мерзкая агрессия. Да? Вот. Либо то, что вот где, бля, завтра, бля, и так далее. Если же наоборот, мы такие все заботливые о человеке, но нас совершенно не волнует результат, у нас появляется то, что называется разрушительная эмпатия. Вот. И если вообще ничего не волнует, это вот такой вот получается некий манипулятор, совершенно бесполезный, что для людей, что для производства. Нам это очень важно для того, чтобы понимать, например, вот ответ на вопрос, почему грубые менеджеры, которые никого не ценят, так успешно в компании. Это просто, чтобы компания выживала, надо, чтобы менеджер обеспечивал результат. Вот менеджер, который, почему разрушительной эмпатией, да, называется разрушительная эмпатия, потому что при всей как бы няшности и в жопке друг друга чмок-чмок, результата нет, бизнес умирает. Да, все идут в лучшем случае искать новую работу, а в худшем случае сидеть без работы, и голодные дети плачут. Ну и кому стало от этого хорошо? Кого пожалели-то? Никого не пожалели, себя пожалели, чтобы в моменте не напрягаться, не более того. В то время как, даже если люлями, но добились результата, бизнес-то будет жить, зарплаты будут получены, и люди будут накормлены. Ну а дальше как бы вот все ли менеджеры готовы думать одновременно и о людях, и о результате? Не факт, это же лишняя нагрузка. А естественный отбор в рамках корпората происходит именно исходя из того, что насколько человек добивается результата. Вот, чуть-чуть я перебрал от тех 30 минут, которые я сам себе отвел. Ну вот в целом, давайте, да, просуммируем еще раз для себя, да, то есть два измерения: процессы и люди, да. Процессы выросли от научной организации труда, которая суть повышения добавленной стоимости через оптимизацию при неограниченном сбыте. Хорошо, когда у нас что-то дешевое легко продается, ничего менять не надо. Плохо, когда надо адаптироваться. Если надо адаптироваться, все, вот эта структура не жизнеспособна. Чтобы адаптироваться, у нас есть все потомки системы глубинных знаний, в том числе самая известная, да, Toyota Production System Lean Management. Соответственно, процессы у нас, по сути, любые можно разделить на менеджмент предсказательный, либо менеджмент адаптивный. Все это поддерживает и другой стороной является работа с людьми,
которая изначально была построена под научную организацию труда и сводилась к достаточно механистическому манипулированию потребностей, который описал, например, Маслоу, методами, которые описал, например, Скиннер. В адаптивном процессе из-за того, что у нас делегируется достаточно, ну недостаточно, а прям до самого низа принятия решения, нам нужно самостоятельное поведение. Поэтому пришло понимание о существовании мышления роста, фиксированного мышления, какие из них где нужны, и пришло понимание того, как мы работаем, да, в этих измерениях, как менеджер, обеспечивая достижение необходимых целей, одновременно работая с потребностями потребностями людей. Или не работая. Зависит от менеджера. Вот эти самые две координаты. Большая часть того, что мы имеем, так или иначе легко трассируется вот к этим нескольким вещам, которые я перечислил. Вот такой вот зверь на самом деле, этот самый менеджмент. И вот исходя из этого, наверное, можно будет поотвечать на вопросы прямо там, где надо, переходя к ссылке, к нужному слайду. Во, теперь у нас вопросы перед глазами, давайте попробуем на них ответить. Вот, какие схемы школы менеджмента вы разделяете? Я, если честно, отделяю просто научно обоснованные школы менеджмента от шаманских. И разделяю любые научно обоснованные по одной простой причине. Да? Менеджмент – это не хобби, менеджмент – это не увлечение, менеджмент – это инструмент. Нельзя у плотника спросить, что ему нравится больше, топор или молоток. Да? То, что нужно для решения конкретной задачи. Рубить топор, кость, забивать молоток. Точно так же и здесь. Если завтра мне нужно будет построить массовое производство, я буду использовать научную организацию труда. Если завтра мне принесут бизнес, которому надо выживать в хаосе, я буду использовать Calms там на уровне триажа. Вот. И все. Поэтому только те, которые научно подтверждены, которые не являются результатом чьего-то просто измышления. Вот. Какова роль лидера и команды? Реально ли вообще умная команда, которая все сама делает, и главное не мешать? Или чуть отпустишь, сразу накосячит, и нужен постоянный контроль? Хороший вопрос на самом деле. Умная команда, которой совсем надо не мешать, это, наверное, вот идет из одного из 12 принципов под Agile манифестом. Доверьте свою задачу профессионалам и не мешайте им работать. Но только этот принцип адресован не менеджеру, этот принцип адресован клиенту. Клиент, да, вот доверь дело профессионалам и не мешайся под руками. А на самом деле, вот реально просто некая умная команда существовать не может по одной простой причине, ребята. И это причина, которая называется наша человеческая однозадачность. Это вот точно так же, как не может землекоп, находясь в канаве глубиной, которая как бы больше его роста, одновременно контролировать ее прямоту. Надо сверху стоять и смотреть. Поэтому на самом деле вот даже в самых модных agile совершенно четко прописываются 4 важных функции лидера, которые заключаются в том, что лидер ставит цель и устанавливает ограничения, за которые выходить нельзя. Это раз. Лидер обеспечивает команду всем необходимым для достижения результата. Лидер защищает команду от всех попыток отвлечь ее от проведения работы. И лидер приходит и решает те препятствия к работе, которые команда сама решить не может.
Ну вот здесь на элементарном, да, может ли самостоятельная команда сама решить возникший судебный спор вокруг их работы? Не, ну, наверное, можно команду еще туда затащить лоера профессионального, но, а потом уборщицу, а потом еще повара, а потом еще кого-нибудь, и у нас в итоге из такой команды получится еще одна корпорация с точно такой же структурой. С одной стороны. С другой стороны, чуть отпустишь, тут же накосячит, и нужен постоянный контроль. Это вопрос к способу управления. Да? И вопрос к тому, какие кадры были отобраны. Ребят, то есть вот если взять вот здесь, вот мы набрали людей с fixed майндсетом, и вот как у нас говорят в Гембо Кайдзен, да, с низкой моралью, ну, естественно, вот в этой ситуации инструмент будет постоянный контроль, потому что чуть отвернешься, они накосячат. Потому что у них ни мотивации, а самое главное, ни способности распознать и принять ошибку нету. Вот. Чья это ошибка? Их или менеджера? Ошибка менеджера. Ну так а нахрена же вы набрали людей, которые не способны вести эту работу? А если вы не можете набрать других людей, нахрена же вы взяли процесс, в котором их контролирует не процесс сам по себе, да, например, за счет наличия чек-листов, там, карточек операций и так далее, да, а надо ходить лично самому. Поэтому роль лидера. У нас здесь мы 4 функции, которые перечислили, да, цели и границы, обеспечение материалами и всем необходимым для того, чтобы сделать работу, защита от внешних отвлечений и устранение препятствий, которые они сами не могут. Вот во второй пункт на самом деле входит и сама команда. То есть это работа лидера, построить такую команду, которая сможет это делать самостоятельно. И это очень непростая работа, я вот честно скажу. Вот у меня сейчас есть, например, команда, которая 2 года назад, будучи набранным с нуля, была вот именно такой. Отпустишь, сразу накосячат. Спустя 2 года это команда, с которой вот я им честно говорю: ребят, да, конечно, мы сейчас сидим, разбираем вот это неправильно, и вот это неправильно, и вот это неправильно, но будем честными, да, 9 из 10 людей, которых я собеседую, с ними об этом даже поговорить нельзя. Не то, что они это могут сделать. С ними начни говорить, они даже не поймут. Но 2 года. И быстрее это не происходит. И это не то, что лидер может это сделать. Да? То есть никогда, вот если человек находится в фиксированном майндсете, не в силах лидера взять и этот майндсет изменить. В силах лидера только создать условия, в которых у человека может возникнуть желание этот майндсет поменять и не упустить ту точку, когда он ее все-таки вдруг случайно решил поменять и поддержать. У всех ли бизнесов есть возможность это делать? Нет, далеко не всех. Вот. Надеюсь, что ответил про роль лидера, да, то есть в первую очередь роль лидера знать и думать, что он делает. Причины, как решаете, создаете сами и так далее. Слушайте, ну, наверное, как бы очень сложно ответить на этот вопрос, не разглашая информацию, которую мы не вправе разглашать без разрешения третьих сторон. Поэтому, наверное, отвечу максимально нейтрально. Первое. Ничего страшного в конфликте нет. Исследования показывают, что те команды, которые показывают наивысшую производительность, находятся в постоянном конструктивном конфликте. Как раз любая команда, у которой все замечательно, все в согласии, да, она нифига не похожа на дружно марширующих вдали. Это набор свинюшек, которые счастливо лежат в луже и хрюкают там. Вот, поэтому создаю сам, создаю, разрешаю не всегда. Иногда конфликт — это как раз способ решения проблемы. Другой вопрос, что есть разные степени конфликта, да, то есть если это конфликт относительно ауткамов, то это конструктивный конфликт. В тот момент, когда конфликт начинает переходить на личность, он становится деструктивным конфликтом, ну, дальше решается он как я их решаю, допустим, как лидер, в зависимости от степени.
Если пока это они просто перешли на личности, то есть шанс, просто терпеливо пресекая любую попытку перейти на личности, переводя обратно на outcome. Ну, это, грубо говоря, да, вот вы с женой решили поконфликтовать, потому что борщ невкусный. Вот до тех пор, пока вы обсуждаете, что борщ не соленый, это конструктивный конфликт. Как только перешло, что как бы это у тебя руки кривые, он начинает становиться неконструктивным. А дальше он может развиваться, есть даже отдельная теория степеней конфликта, вплоть до того, что называется nuclear, да, конфликт, когда цель уже, все забыли о том, из-за чего начался конфликт, это вот цель уничтожить противника любой ценой. У каждого уровня есть своя тактика, да, то есть на слабом обострении просто переключаем, да, в какой-то момент приходится их растаскивать по углам, ну, приходится как политику побегать, поговорил с этими, потом поговорил с этими. То есть цель очень простая, всегда снижаем конфликт на уровень ниже до достижения стадии конструктивного конфликта. Конструктивный конфликт не вмешиваемся, взрослые люди пусть решают сами. Вот. Такие вещи, как бы родственники, раздел прибыли, зарплаты. У меня есть печальный опыт, безусловно, всего этого. Но вот то, к чему мы пришли в итоге во всех этих вещах, будь прозрачен. То есть там, где есть изначальные договоренности, где не прячутся никакие цифры, поводов для конфликтов становится намного меньше. То есть, допустим, во всех моих командах с теми же зарплатами, какой может быть конфликт, когда действует простое правило: половина полученных денег уходит людям в зарплаты, и пофиг. Вот все, ничего не может это правило подвинуть. Всем все прозрачно, вокруг чего тут конфликтовать. Вот инкам компании, вот половина, вот она ушла в зарплатный фонд. Вперед. Следующий вопрос. Модные книжки и коучи. Модные учения течения. Ну, частично, наверное, про учение течения я ответил. С одной стороны, вот те учения, которые мы постучали в бубен, так получилось, или я такой гениальный придумал, у меня отношение к этому как к шаманству. Люди, конечно, этим занимаются, но люди занимаются множеством очень странных вещей и предаются очень странным практикам. Вариант нормы, пока мне не мешают, пусть живут, а я вот этим заниматься не буду, как дедушка учил, даже рядом не стой. Вот. Но при этом здесь давайте надо разделять, например, вот как в любой вещи, да, там, допустим, широко известный марксизм-ленинизм и прочий социализм, да, поклонников от полный интернет. Сейчас вон одни книжки читаешь, все прям проваливаются в СССР и радуются. Сколько из этих людей утрудили себя тем, чтобы почитать первоисточники? Я вам скажу, единицы. То есть люди представления не имеют, о чем они говорят, и в плане менеджмента та же самая хрень. Большинство людей, которые, например, говорят, что они agile, на самом деле ни одной нормальной книги про agile не прочитали. И о чем они говорят, они не имеют никакого представления, к сожалению. Вот. Поэтому умные книжки бывают. Мой принцип очень простой, да, то есть я беру и смотрю, как она написана. Если она написана как научный труд или хотя бы как научно-популярная книга, замечательная книга, изучаем, смотрим применимость, работаем как с любым учебником. А если это умная книжка, которая написана на вайбе и хайпе, ну, ей место, как вот профессор Преображенский, да, Зиночка, в печку ее. Аналогично коучи. Это вот настолько misused, неправильно используемый термин, да, и злоупотребление с которым происходит. Вообще, коуч — это абсолютно замечательная, очень нужная специальность, и коучинг — это обалденно важный навык практически для любого менеджера. Потому что коучинг и вообще коуч, да, это создание процесса, в рамках которого человек самостоятельно может достигнуть свою цель.
Мы практически в большинстве случаев, если мы хотим сделать, мы можем сделать сами. Ну вот начинается, да, то есть перед тобой стоишь, и дорога, вот то ли туда пойти, то ли туда пойти, то ли туда пойти. Ты даже не знаешь, чего выбирать. Вот что делает коуч, он приходит, он не говорит тебе иди туда. Он тебе задает такой вопрос, отвечая на который ты понимаешь, по какой дороге тебе следует идти. Другой вопрос, что как бы сейчас коучем называют себе все, кто попал, и чаще всего это вот именно такой откровенный притчинг, да, про проповедь. Он такой умный, ему, блин, вон с неба вайбом как прилетела идея, и он теперь собирает стадион и как коучит, да. Страшное дело. Ну, к таким людям у меня отношение брезгливое, ребят. Потому что это обман, а обман это очень-очень плохо. Вот. Эффективные менеджеры, они же мальчики с MBA степенью. На самом деле, у меня к ним отношение смешное, такое же, как к лейтенантам в армии. Вроде и звездочки есть, но такие, блядь, смешные, да. Ни хрена не понимают, ничего не соображают. Они, конечно, превратятся в людей, но потом, с парой звездочек дополнительных. Вот то же самое с MBA. Надо понимать, что MBA, как его учили вот все это время, это тейлоризм. Вот теперь мы берем молодого, да, только что, ну или молодого, но только что выучившего про эту научную организацию труда, у него руки чешутся ее применить. И это основной мотивирующий фактор. И ничего другого он не знает, его ничему другому на этом сраном MBA не учили. И если это херовые MBA, а их большая часть ребят, поверьте, они херовые. Причем на уровне, я вот честно скажу, да, то есть я владелец бизнеса, за мной просто ходят как бы кругами, говорят, у тебя MBA нету. Хочешь, говорит, 20 тысяч баксов у тебя тоже будет MBA. Ничего делать не надо, только 20 тысяч баксов дай. Вот. Какой там может быть уровень на этом MBA, да? Никакого. А марочка будет. Так вот, даже если это очень хороший мальчик или девочка с MBA, они горят глаза, научная организация труда, понимание всего континуума, да, возможностей, какой может быть менеджмент, нет. Новообращенный, который к святее Папы Римского, значит, кажется, что научная организация труда решает все, вот они приходят, и они с наилучшими, как бы, намерениями берут и вот эту самую научную организацию труда внедряют где надо и где не надо. А вот вспомним еще раз, да, то есть научная организация труда направлена на получение моментальной прибыли. А если вспомним, какая основная претензия к мальчикам с MBA? Пришли, получили моментальную прибыль, а через 10 лет хоть трава не расти. Ну так, ребята, а что вы хотели? Вы взяли человека, который научен извлекать моментальную прибыль, поставили его делать работу, которой его научили, и потом удивляетесь о том, что он ее сделал. Вот это все равно, что жаловаться на то, что как бы, не знаю, мясорубка вам пальцы открутила. Ну так а нахрена вы в мясорубку пальцы совали? Вот такое вот у меня отношение к эффективным менеджерам. Немножко снисходительное, но надо просто понимать, что это такое. Любому инструменту свое время и место, в том числе эффективному менеджеру. Собственники против варягов. Вот я предпочитаю работать с собственниками со стороны клиента. Хоть когда мы делаем проекты, хоть когда оказываем консалтинг по организации проблем, по одной простой причине. Легче всего работать с человеком, которому не похуй. Менеджеру-собственнику не похуй, потому что он рискует своими деньгами. А вот менеджер-варяг очень сильно зависит от, первое, профессиональной гордости этого самого менеджера-варяга. Второе, от тех условий и тех целей, которые ему поставили. И, к сожалению, как бы вот понятие настоящего профессионала, как вот в известной, да, ну или малоизвестной уже фразе из инструкции морского комитета, да, посему, господа инженеры, руководствуясь знанием своей специальности и пользой дела, должны проявлять инициативу и прилагать все усилия к оправданию своего назначения. Ну вот
таких менеджеров-варягов я там встречал одного из 10, а большая часть, она, значит, звучит так: ну это же не мои деньги, чё мне напрягаться? Вот. Но это все, опять-таки, с какой точки зрения мы смотрим. Вот если с моей точки зрения, где для меня важно прийти, вот если до меня там было говно, после меня должна остаться конфетка, мне легче работать с менеджером-собственником или менеджером-варягом. Человеку, который, например, хочет сидеть на конвейере, не напрягаться, вот то самое fixed mindset и мотивация где-нибудь на уровне safety security или вообще потребности пожрать и так далее. Для них менеджер-собственник бесит, потому что он напрягает, а вот менеджер-варяг очень удобен. Ну, денежки какие-то идут, потребности покрываются и все. Топ вопросов по фокусу менеджера. Ну, частично ответили. Построение процесса и подбор людей и методики работы с ними, соответствующих выбранному процессу. И постоянное как бы уравновешивание. Нет подходящих людей, меняйте процесс. Вот. Да вот, наверное, как бы. А дальше, ребят, это очень контекстно. То есть дальше мы берем и смотрим, а что прямо здесь, сейчас у нас является основной болевой точкой. В вопросе того, как у нас построен процесс, в вопросе того, как у нас подобраны люди, решаем, решили, берем следующую. И вот то самое Гемба Кайдзен, да, мы делаем каждый день маленькое улучшение, потом берем следующую проблему, и так постепенно приводим это все к красивой картинке. И вопрос очень простой, да, ребята, вот у меня сегодня утром я просыпаюсь, и я говорю, у меня осталось X денег, у меня осталось Y времени, что самое лучшее я могу сделать прямо сегодня, чтобы завтра с утра ситуация была лучше. И вот это вам ответит, что у вас должно быть в фокусе прямо сегодня. Ну, единственное, наверное, еще очень важно не попадаться в ошибку чересчур ответственных менеджеров, идти и делать вот этими ручками, да. Меня как бы спасла только старость от этого. Пока хватало сил, я тоже ходил и вместе с ними делал. Сейчас стал старый, сил перестало хватать. Как менеджер улучшился. Так вот и все. То есть ваш механизм решения как менеджер — это не идти делать самому, а управлять людьми и процессами так, чтобы это стало сделано. Как я нанимаю людей? Я нанимаю людей. У меня вообще в найме нет понятия закрыть позиции. Вообще понятия позиции как таковых практически нет. Мы ищем людей, обладающих схожими взглядами на то, что такое сделана работа и как надо работать. Был бы хороший человек, его всегда найдется, как встроить. Ну а дальше они работают, они же каждый, идти его личность, каждый растет по-своему. Ну, дальше идет нормальное построение отношений взрослый человек к взрослый человек. Вот. Единственное, наверное, то вот, что я очень жестко держусь в найме, я нанимаю только коллективистов. Что я понимаю под коллективистами, это те, кто достигает своих целей осознанно, через то, что достигают цели, поставленные перед коллективом. Есть индивидуалисты, с ними можно работать, мне просто самому не нравится, поэтому индивидуалистов мы просто не берем. Вот. Как быть с теми, кто тупые, хитрожопые, амбициозные, художники и так далее? Что с сотрудниками, что с собственниками. Первое, что я бы мог посоветовать с теми, кто сталкивается, и что делаю я, потому что я постоянно с этим сталкиваюсь, ребят. Напоминаем себе, что вы обычные люди, вот ни грамма божественного у вас нет, поэтому никого переделать вы не можете. Вот даже не пытаемся людей изменить. Как бы ни казалось, что это хорошо, как бы там благость в душе не разливалась от того, что вы сейчас пойдете и сделаете всех правильными и счастливыми, вы
не можете изменять людей. Взрослых людей изменить нельзя. Вот. Мне самое смешное, вот дедушка у меня был очень мудрый человек, он озвучивал эту мысль так: драть надо, пока лежит поперек лавки. Как только повдоль лавки ложится, все, драть бесполезно. Это как раз об этом, да? Вот драть это то самое, пока еще можно что-то изменить. Единственный способ работы со всеми этими категориями очень простой. И он описан, у нас уже встретился, в первую очередь, это прозрачность. Be transparent. То есть все измеряется. Никаких оценочных суждений. У нас есть процессы, у нас есть метрики, у нас есть показатели, у нас есть прибыль, whatever. Берем те самые релевантные показатели, делаем их прозрачными. И самое главное, публичность и прозрачность. Потому что это создает пипец как неудобную и дискомфортную ситуацию для любой из вот этих вот категорий. Когда берут и цифрами результатов публично показывают. И после этого такие люди либо сами принимают решение о том, что в жизни чего-то надо менять, либо сбегают, освобождая вас как бы от необходимости иметь с ними дело. Поэтому только прозрачность, только публичность, и все, и погнали. Первые 100 дней на новой должности. Куда смотреть, что делать. У меня даже есть как бы прямая инструкция для, когда мои ребятишки входят на новый проект. Это, по сути, все равно, что вход в новой должности. Новый заказчик, все очень новое. Смотреть в первую очередь надо на две вещи. На цели и на контекст. То есть цели, раз мы вошли в новую должность, зачем-то нас сюда посадили. Зачем? Вот ответ на этот вопрос является ключевым. Да? Что является показателем того, что мы оправдали свое назначение. И очень желательно, чтобы этот показатель был измеримый. Там, не знаю, что увеличились продажи на. Реализована такая-то технологическая цепочка, whatever, да, мы точно знаем, как изготовить такой-то узел или какой узел нам нужен. Всегда есть цель, с которой нас посадили. Причем очень важно, правильный вопрос, да, строится вокруг не того, чтобы пойти спросить, зачем вы меня взяли сюда, да. Правильный вопрос состоит в том, чтобы найти однозначный ответ на очень вопрос следующий. Вот что мне надо не сделать, чтобы я пошел нахер отсюда. И вот это намного надежнее приводит вас к ответу, зачем вы здесь. Второе, это исследование контекста. Почему? Потому что вот как мы посмотрели, да, ребят, даже в вопросах построения процесса и работы людей, все зависит от того, где мы находимся, да, то есть в каких условиях работает компания, какие перед ней стоят цели. Мгновенная прибыль, долгосрочное выживание, да, находится компания на этапе успешного зарабатывания денег, либо компания в проблемах, которые надо обойти. Какова глубина планирования и так далее. Да, какие люди здесь работают, какие люди есть на рынке. Почему выбрали именно таких. И вот когда выстроена контекст и цель, дальше мы берем какую-то там уже как менеджер, да, я говорю, из подходов и собственно, не берем какой-то, мы выбираем тот подход, который наилучшим образом для вот этого контекста приведет нас к работе, к успеху. Хороший, научно обоснованный. Второе. Это гипотеза, да, то есть забыли, предсказаний нет, особенно на новом месте. Поэтому второе, на то, что надо смотреть, это надо смотреть на любые ранние признаки, которые либо подтверждают того, что мы выбрали правильно, либо указывают на то, что мы ошиблись. С предпочтением к следующему подходу. Все считается по умолчаниям ошибкой, если только однозначно не доказано, что мы точно правы.
Ну, вот это, наверное, самое важное, то, что надо делать первые 100 дней на новой должности. Ну, наверное, 100 дней это такой срок, к концу которого, ну, уже однозначно надо показать как минимум один tangible, да, то есть который можно пощупать именно результат, который реально можно применить и получить от этого benefits. Потому что если 100 дней человек просидел и ничего не принес, уже такое начинается, ну, а нафига он тут сидит? Красиво поговорить, изобразить движняк, суету навести. Вот, как-то вот так. Вот, спасибо, что послушали. Давайте будем надеяться, что опыт интересный и кому-нибудь пригодится. Вот, всем привет, рад был видеть.